Привет, друзья! Если у вас текут мансардные окна, то вы попали на правильное видео. Сегодня я расскажу, как бороться с этой напастью. Что такое ледяной замок? Это когда снег на мансардных окнах от тепла подтаивает, и капельки скатываются вниз, и постепенно лед нарастает в торце в нижней части окна. Ну и, соответственно, когда следующая партия воды скатывается, то ей уже некуда уходить, там лед, и поэтому она начинает просачиваться внутрь. Вот, собственно, из-за этого и текут мансардные окна. Как с этим бороться? Бороться можно несколькими способами. Либо поднимать саму нишу мансардного окна выше над крышей, то есть на некоторое расстояние, чтобы льду и воде было куда уходить. Но это не очень удобно, потому что все равно, получается колодец такой большой, света будет меньше из-за этого. Второй способ – это делают греющие кабели под мансардным окном. Сами понимаете, это греющий кабель, он должен быть до водосточки, проходить по всей трубе, и куда-то вниз там все равно воду нужно отводить, потому что иначе она все равно замерзнет. Смысла в греющих кабелях большого я не вижу, потому что все равно это будет налипать. Лед все равно будет там образовываться, если, конечно, до конца не сделать. Если длинный провод, то это греть улицу достаточно неприятно. Я решил сделать самым простым способом. То есть я на каждое свое окно положил лист поликарбоната. Снизу сделал небольшой зазор, там сантиметров 20-30, чтобы снег и капли воды уходили туда дальше и не скапливались под окном. И чтобы под окном не было никакого ледяного замка и, соответственно, не капали сюда куда-то наружу. Как это все сделать, смотрим дальше. Направляшка обычная, вот такая вот алюминиевая, длинная, вот такие вот. Ширина у направляшек разная, все в зависимости от толщины вашего поликарбоната. Сначала тоненьким сверлышком. Затем рассверливаем просто одну верхнюю. В итоге должна получиться вот такая вот здесь маленькое отверстие, здесь побольше. Это для того, чтобы можно спокойно было закрутить наш винт, или у кого саморез, там, смотря у кого что, чтобы вот так он встал, и спокойно можно было его закрутить. Как-то вот так это должно выглядеть. И так сейчас это будет выглядеть уже на окне. Итого получилось вот у нас по 2 штуки на окно. У меня 3 окна. Вот. Сейчас пойдем ставить.
пущей прочности я еще двусторонний скотч налепил, чтобы меньше вода попадала под крепеж. Ну и все такое. На всякий случай, чтобы покрепче было. Все можно сделать изнутри дома, не нужно залезать на крышу. По итогу должно получиться вот так вот. Такие вот крепления на окне. Следующим этапом вырезаем по месту наш поликарбонат. У меня здесь попался коричневый. Ну, это роли не играет. Просто был коричневый на рынке. Ну и финальный штрих, чтобы поликарбонат об стекло не терся сильно, можно вот такие налепить от мебельных ножек. Ну теперь можно установить это все. Как видите, спокойно устанавливается изнутри дома. Теперь это выглядит вот так вот. Снизу наплыв сантиметров 25-30. Ну, можно и больше. Но больше, я думаю, сломается. То есть вот здесь вот прям снизу под окном собирается ледяной замок. И получается, что окна текут. Но в данной ситуации они течь, наверное, уже не будут. И, кстати, вот эта конструкция вполне себе оправдывает тот факт, что можно зимой еще и проветрить, пожалуйста. То есть функционал окна не меняется. Сверху поликарбонат прижимается вон той планочкой. Вот этой вот планочкой. Ну, с этой стороны это выглядит вот так вот. Крепеж. Так вот. И здесь все уже под лицо. Можно, конечно, сверху прям полностью накрыть, но это вам надо сверху залезать и уже сверху делать. Но мне так показалось неудобным. Здесь можно вот все изнутри сделать. И все, вот она прижимается вот этой планочкой. Опс. И все. Никаких проблем. Свет даже стал поприятней. Ну, как-то вот так.
Интересный такой цвет получается, если поликарбонат коричневый сделать. То есть с улицы идет белый свет, а здесь такой желтоватенький. Красота. Здесь тоже такой желтый теплый свет. Красиво. Вот, друзья мои, сильный ветер, откуда не ждали. И здесь вот у меня остались мои крышки, накрывашки. А тут зараза унесло. Так что вот проблема в этом тоже может быть. Пойду искать. Итак, друзья, я все починил. Поставил, нашел этот щит, поставил его обратно. И как вы думаете, почему он сломался? Вот два, которые целые. А вот который сломался. Как думаете, это из-за крыши или еще какие-то другие факторы? Напишите в комментариях. Но сообщаю, почему сломался. Потому что все вот эти вот щиты сделаны, видите, направление ячеек вдоль окна. А здесь я немножко сэкономил, купил лист половинчатый и влезло только вот 3 моих вот таких крышки. И здесь, видите, поперек. Ну, я еще буду, конечно, наблюдать за этим самым, как он себя ведет. Но чувствую, что нужно обязательно делать именно вот такое расположение ячеек. Обязательно учтите, если будете это делать. И не экономьте. Ну вот, друзья мои, такой вот нехитрый способ предотвратить течь мансардных окон, то есть предотвратить ледяной замок на мансардных окнах. Ну а на этом все. Если было интересно и познавательно, подписывайтесь на канал. Ну а пока. Пока.